Муж мудак или со мной что-то не так? Давайте в этом видео разберем, кто хороший, кто плохой, что делать в этой ситуации и почему вообще такие мысли возникают. Или, может быть, почему женщины выбирают мудаков в мужья, или почему они говорят о своих, в принципе, неплохих-то мужьях таким образом. Я психолог Наталья Корнеева, вы на канале про отношения. Обязательно подпишитесь, чтобы видеть видео на эту тему. Что такое мудак? Когда жена так говорит или думает про своего мужа? Когда мужчина не оправдывает ее ожиданий. То есть она от него ожидает что-то одно, а он как-то совсем в них не вписывается. И эти ожидания могут быть вполне нормальными. Например, что у них будут близкие отношения, что они будут разговаривать, что он будет давать ей поддержку, тепло, внимание. А могут быть нереалистичные ожидания, что муж будет лучше, чем муж у подруги, или хотя бы не хуже, или что он будет вообще как описанный какой-то персонаж в книжке или персонаж, которого она видит где-то в фильме или в сериале. Соответственно, если ваши ожидания ваш муж не оправдывает, вам становится плохо, вы чувствуете себя неприятно, появляется раздражение, недовольство и сомнения. Он плохой или со мной что-то не так. Но тем не менее, он почему-то все еще остается вашим мужем. То есть вы продолжаете выбирать жить с этим мужчиной. И тут возникает логический вопрос. Если вы считаете его мудаком, то почему вы с ним живете? А ответ очень простой. Часто люди живут даже с теми, с кем им плохо, по одной простой причине, что они привязываются к этому человеку. Для меня вообще, как для психолога, любовь это и есть, в принципе, привязанность. Когда человек, с которым мы в близких отношениях, условно начинает занимать какую-то часть в нашем сердце. А почему же женщина привязывается к тому, с кем ей плохо? Потому что у нее был какой-то в предыдущей части ее жизни какой-то негативный опыт, где она была вынуждена находиться с тем, с кем ей плохо. Как правило, это опыт из детства, когда с родителями было плохо, а уйти от них некуда. Ребенок же не уйдет из семьи, он зависимый полностью. И получается опыт, что как будто это чувство, что мне с тобой плохо, но я с тобой остаюсь, оно становится, таким знакомым, родным и начинает казаться нормальным. И человек вырастает, и вроде уже не обязательно с этим мужем жить, с кем тебе плохо, а продолжает находиться в этих отношениях. Но тут важно, я не буду вам, как Лобковский, говорить ни в коем случае уходи, просто уходи оттуда, где тебе плохо. Потому что это неверно. Во-первых, психологи не имеют права давать вам советы, что и как вам делать. И во-вторых, я как профессионал с этим не согласна, потому что это плохо бывает очень разным. И если это плохо связано с физическим насилием, то тут я как психолог имею полное право, это профессионально верно, сказать любой женщине, любому мужчине, любому человеку: уходи оттуда, где есть физическое насилие, где на тебя поднимают руку, например. Но если это плохо, исключительно эмоциональное, психологическое, манипуляции, шутки, подколки, стена вместо общения, вы к нему с эмоциями, вы к нему с конфликт какой-то проясните, а он замыкается, например, то это плохо вашему физическому здоровью никак не вредит. И уходить отсюда означало бы идти по привычному вам сценарию. Но я, например, мои ценности, я про то, чтобы идти в развитие, про то, чтобы меняться в лучшую сторону, пока вам хочется что-то изменить в своей жизни. И если вы со мной солидарны, ваши ценности совпадают с моими, то я бы рекомендовала вам не уходить, а попробовать с этим мужчиной улучшить отношения. И тогда получается, что если это не физическое насилие, то не такой уж он и мудак, он просто не соответствует вашим ожиданиям. Или с вами что-то не так? Вы просто не умеете строить отношения лучше. И когда он делает по отношению к вам что-то, что вам не нравится, возможно, вы не сразу защищаете свои границы, вы не сразу даете ему спокойный, верный ответ о том, что, слушай, что-то не так, мне не нравится что-то, терпите, а потом, может быть, взрываетесь. Но даже если ваш муж, уж совсем запущенный случай, с которым отношения построить лучше не получится, и он не хочет, может быть, что-то менять, вы можете все равно на нем потренироваться. Получить информацию, а как делать, а что говорить, а как свои границы защищать, а как просить о поддержке. Получить эту информацию и потренироваться на нем. И тогда он либо отвалится, потому что он не готов выдерживать лучшие отношения, более здоровые, либо он изменится.
Всегда есть шанс, что человек, когда вы измените свое отношение к нему, изменится в ответ по отношению к вам. Если вы готовы научиться улучшать ваши отношения, то приглашаю вас на свои курсы. Первая ступень курсов прямо сейчас бесплатная. Не упустите эту возможность, пока она еще есть. Ссылка внизу под видео. Просто регистрируйтесь, сразу получаете доступ к видео и узнаете 19 самых распространенных ошибок в отношениях. Начните с этого. Поймите, какие ошибки совершаете вы, какие он, и как можно наладить контакт в этих слабых местах в вашей паре.